барахолочка в Бытоме, юг Польши, что мы снова здесь. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Но прежде всего хотим поблагодарить пана Иринеуша за супер спасибо за поддержку нашего канала. Это здорово и очень приятно. Serdecznie dziękujemy Panie Ireneuszu za wsparcie kanału. Bardzo nam miło. Друзья, если вам нравится «Фарфор Европы» и вы хотите поддержать нас, можете кинуть монетку на развитие канала. Под видео есть кнопка «Спасибо». Красивые фужеры из цветного хрусталя покупают и в коллекции, и для ежедневного использования. Причем даже по одному. To jest stara Bawaria, Tierschental i za to stówka. Z 1905 roku. Продавец говорит, что этот фужер старый Терезиенталь 1905 года, 70 евро. Какой красивый красный петух. А вот там уже что-то пакуют, И огромные вазы Мурана. как будто ракушками облеплены. А это кто? Рыба красная? Крабик. Ну, это красавица от Пикассо. Модница такая. Конечно, это Мурана, но забыли спросить, сколько стоит. Роскошный комплект для пунша. Великолепный рисунок на зеленом стекле в ягодных оттенках. Горячие эмали. А вот эти фужеры мы все еще надеемся найти по приемлемой цене. Но куда же без Майсона? X-Form? Какие утятки? Скорее всего, Хученхойтер. А шкатулочка это Тиловец. А вот медальоны парные. Интересно изучать моду по ним. Силезия. 19 век. Ах, какой райский птах! Это Хученройтер? Это Карл Энс. Ах, Энс! А у нас есть бабочки от Энса. Ну, роскошная птица. В руки было страшно взять. Вдруг перья скинет. Ага. Вот поэтому фоточка с другой стороны. Хотите увидеть наших бабочек от Энса? Ныряйте в описание, там ссылочка. Это подставки под винные бутылки. У европейской знати столовый этикет предписывал вино разливать в специальные графины, декантеры. Ставить просто бутылки было не камильфо. Но к началу 20 века жизнь уже настолько ускорилась, что уже позволительно было ставить бутылки. По-простому. Но не слишком. Придумали такие изящные подставки. Под винные бутылки. А сейчас это коллекционная редкость. Подставка выполнена из олова с серебряным покрытием. Приблизительно 1900 год. ВМФ. Württembergische Metallwarenfabrik. Стиль Ар-Нуво, по-русски называется модерн, по-немецки, Jugendstil. по-польски Сецессия. плавно изогнутые линии, растительные мотивы, мак и силуэт головы женщины. Один из самых ярких представителей стиля Ар-Нуво – Альфонс Муха. Об этом замечательном художнике у нас есть рассказ. Ссылочка в описании. Очень хотели купить, но цена. Если увидите такую красоту по хорошей цене, Хватайте и убегайте. пока не догнали. Но все же нам удалось купить интересные вещи. Барахолочка нас порадовала. Следите за распаковками, подписывайтесь, чтобы не потеряться. Снова Карл Энс, на этот раз розочки. Но не только Энс, но и Англия. Розочки для украшения стола и для карточек, для гостей, чтобы никто не перепутал свое место за столом. Odpowiedziała
Рынок в Бытоме разнообразен, и продавцы очень доброжелательны. Никто не запрещает снимать, а даже наоборот, поддерживают, понимают, что это хорошая реклама. Очень заинтересовала эта пара французская с золотым нутром, но, к сожалению, это сборка розы разных оттенков. А вот эта принцесса – это точно Розенталь. Статуэтка называется «Фроschkönig», Король-лягушонок. дизайн Лоре Фридрих Грюнау 1948 года. А выпускалась статуэтка в 50-60-е годы 20 века. Ух ты! Хохлома? Впервые видим в фарфоре. Это же деревянное искусство. А что сейчас хохлому делают в фарфоре? Кто знает? Подскажите. И сразу же рядом роскошный Майсен. Две самых известных формы. B-форм и X-форм. Какая вам нравится больше? Элегантно. В Бытоме покупают активно. Иногда не успеваем даже фото сделать, не говоря уж о том, чтобы снять видео. Как раз об этом мы рассказывали в предыдущем видео из Бытома. И показывали предметы, которые у нас выхватили прямо из-под рук. Ссылочку на это видео найдете в описании. На этом столе много Майсена. Ой, красота-то какая! Петух от Херанд в узнаваемой технике фишнет, рыбацкая сетка. В такой технике фигурки собирает Арнольд Шварценеггер. Для любителей морепродуктов очаровательный сервиз от Вилерой Бох. А вот еще огромное овальное блюдо и супница. Ух ты, ручка, рыбы хвостами обнимаются. И соусник. Красота. Наконец мы добрались до легендарных коробок Бытома. Коробки – это всегда лотерея. Можно найти сокровище, а можно просто покопаться. Коробок много, Но почему-то подозрительно мало людей. может быть, все самое интересное уже нашли? Скорее всего. Тут выбираешь либо остаться и копаться в коробках, либо пойти, пока есть шансы найти какие-то жемчужины, сокровища на столах. Причем этих шансов значительно больше. Понравилась терина с лимончиком на крышке, Огромная, тяжелая. а вот кувшинчик симпатичный. Ну что, пойдем искать на столах? Да, давай. Пока шли к столам, наткнулись на такую винтажную полку. Кто лучше разбирается в мебели, подскажите, имеет ли она ценность? Ну, красиво же. Очень. Декоративные фонари, и впервые видим набор для умывания, полный комплект со стойкой. Ой, там горшок внизу, да? А вы видели такое чудо природы? Страшный сон дизайнера. То ли свинья, то ли олень, то ли бабочка. Вот как это понять? Свинья с рогами. И с крыльями. На шикардос. После этого дизайнерского недоразумения надо полюбоваться на красоту. Какая прелесть! Это же Зарау. И форма необычная. Ар-деко. А вот это Зарау нам уже пакуют. У нас есть видео об истории этой легендарной фабрики из Силезии. Ссылочка в описании. Необычный цвет, необычная форма от Розенталь. А рядышком Ваймар. О, какая потрясающая коллекция фигурок. Давайте полюбуемся.
kulik nazywa? Kulik chyba się to nazywa. A ty ich nikt byś nie chciał tych, co karmi? Ale to już nie ta firma, to już nie jest to. Kurwa, ja bym wszystko powiedział, że to jest to samo. Nie znam się. Ale jak kupię ptoki, Na to już... taszy. Oglądacie, ja tam też robię inne, no ten orzeł mi się podoba na maksa. Nie, to jest wtopione już. Pamiętnie. No nie da się wyczeć, to jest już wypalone. На этом интересном столе многообразном мы тоже кое-что приобрели. Следите за распаковками. Какая веселая английская бабушка. Очень редкий, очень ценный гость на польской барахолочке – это фарфор из царской России. Это парочка от Кузнецова. Сахарница и молочник. Кобальт в стиле арт-деко. Это как раз тот случай, когда мы успели сделать фото, прежде чем эту парочку купили. Еще один уникальный предмет из царской России. Вот такая чудесная пара. Посмотрим поближе. С изображением бала? Бала маскарада? Возможно. И кто же это? Это Гарднер. Продавец оценивает эту пару в 250 евро. А за сколько продается фарфор царской России на аукционах Европы, вы можете посмотреть, ссылочка в описании. Ну что, рынок в Бытуме огромный. Пока ходили, умаялись. Как вот этот Дед Мороз, который лежит уже, похрапывает себе. Еще бы, столько подарков разнес. Пора и отдохнуть. А мы вас тоже поздравляем с Новым годом, с новым счастьем. С новыми находками. А вы не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не потеряться. До новых встреч. Пока. Увидимся.